Мы с Аней очень давно мечтали побывать в Италии, в Риме в частности. Мечтали мы, а побывал я. Как все получилось? Есть у меня давний друг, назовем его Лёва. И еще один, не менее давний, тоже живет далеко от Киева. Назовем его, например, Борис. Ну, знаете, как в фильмах про русскую мафию. В общем, решили они встретиться в Риме. Что может быть лучше для таких встреч, чем вечный город? Около часа на пересадку в Вене. И приветики. Лёва прилетал последним. Поэтому мы с Борисом встретились раньше, прогулялись по Риму, выпили по бокальчику и поехали на квартиру. И они захлопнулись. Вот так мы не виделись почти 20 лет. За это время кто-то женился, кто-то развелся, кто-то сменил гражданство и материк проживания. Я лишился сердца, так что все 4 дня, которые мы там были, нам было о чем поговорить. И благодаря Риму было где. Рим выглядит примерно так, как я и ожидал. Только чуть больше людей. Когда вы видите надпись на каком-то здании, что оно было построено в 1700 каком-то году, то тут это вроде новостроя. Тут именно так мило, как вы себе представляете. На входе в парадные висят таблички с фамилиями владельцев квартиры, отдельные звоночки, очень много цветов. Очень много балконов. Прямо на это. Это очень важное здание. Было построено очень давно. Они начали предлагать ехать наверное. И ансамбль. Ребята, это моя отдельная боль, ей-богу. Тут нет бигбордов, этих уродских реклам, вот этих уродских компаний на фасадах. Здесь нет моих любимых пластиковых балконов. И нет метастаз в виде кондиционеров на старинных фасадах. А, кстати, в Риме летом жарко. Вот даже ставни на окнах. Решил ты себе поставить, например, красные, а в твоем доме на фасаде у всех зеленые. Ну, тогда, дружок, будь добр, покупай в квартиру, где у всех ставни зеленые. Нельзя просто взять и так испортить фасад. Итак, передвигаемся мы на метро. Одна поездка стоит 1,5 евро. Да, такое тоже видел. В Киеве, кстати, метро куда симпатичнее и чище. Что ты смотришь? Не смотри. Зато это очень удобно. Вы на 4 сможете сыграть как 4, погоди. Очень нравится, как и остальные фонтаны, в том числе за цвет воды, которая придает им мрамор, из которых сделаны фонтаны. Тем не менее, на их фоне Треви все-таки выглядит как-то особенно. Если вы его хотите увидеть и, так сказать, прочувствовать, приходите лучше ночью. И не той ночью, которая в 10 часов вечера, нет, той ночью, которая за полночь. Вы сможете в более спокойной обстановке походить на него, посмотреть, потарахтеть с друзьями, если вы приехали с ними. В общем, прочувствовать, вкусить. Потому что днем здесь вот так. Сейчас я сниму, да, Внезапно лучше, чем на фотках. Даже несмотря на то, что мы не заходили внутрь. И да, в этот день был бесплатный вход. Я бы не сказал, что это грандиозное строение, грандиозное в смысле его размеров. От него веет чем-то другим. Кстати, это даже не самый большой амфитеатр, если что. Но это же он тот самый.
Ватикан, как мы знаем, это микрогосударство прямо на территории Рима. В Ватикане живет папа и живут все деньги католиков. По крайней мере, именно такое впечатление создается, когда ты туда заходишь. Возраст строений можно понять даже по стертым от времени мраморным статуям. Внутрь мы опять же не заходили, и при этом был опять же день бесплатного входа. Просто тут была очередь. Да, очередь. Очередь. Может быть, когда-то я об этом пожалею. Да, по всему Риму вы можете увидеть фонтаны, в которых вы можете помыть руки и попить воду. Ну и как? Вкусно, порции для слонов. Интересно, наверное. Но я бы вряд ли вынес многочасовые экскурсии по всем развалинам. Вменяемую экскурсию по архитектурным достопримечательностям Рима я провести не смогу, потому что просто не шарю. Да и мы там были, как я говорил, всего лишь 4 дня. По Риму очень круто именно ходить пешком и заходить просто туда, куда тянут ноги. Да, город вечный, и ходить пешком по нему, наверное, тоже можно вечно. Бутылку убери. Несмотря на огромное количество туристов, в городе все равно чувствуется свой дух. Величием здесь веет буквально отовсюду, по крайней мере в центре. Так, а смысл? Не знаю. Обычно мы стартовали в районе метро Испанской лестницы. Очень душевное место, тут приятно походить, тусуется много молодежи. Он именно настолько милый, насколько вы представляете. Вот эти улочки, вот эти вот кафешки. Это приправлено еще экспрессивной речью местных. Очень немаловажный нюанс на самом деле. Мы пытались представить, как бы воспринимался город, если бы в нем говорили, например, на немецком. Вот, совсем не то было бы. Когда мы ехали в автобусе из аэропорта в город, водитель автобуса сам объявлял остановки. Ей-богу, он их так объявлял, что я хотел выйти просто на каждой. На самом деле Рим не очень чистый город. Более того, я бы сказал, скорее даже грязный. Когда мы выходили утром попить кофе в ближайший маленький кафешничек, почти все, кто там сидели, были люди в возрасте, я бы сказал, пенсионеры. Это то, чего не увидишь у нас, к сожалению.